Привет, друзья! Краткие бизнес-новости Европы, Германии и мира. В Европе формируется ряд событий, способных повлиять и на экономику, и на повседневную жизнь миллионов людей. В Германии готовится неожиданная реформа автошкол. Права могут подешеветь почти вдвое, но эксперты уже спорят, не пострадает ли безопасность. В это же время Дональд Трамп снова ставит под вопрос торговые отношения с Китаем, обещая пересмотреть тарифы, и рынки реагируют мгновенно. А Италия оказывается в центре внимания благодаря своим крупным золотым резервам на фоне новостей о масштабных изменениях в компании Nestlé. Европа и мир перестраиваются прямо сейчас от цен на обучение и авиаперелеты до глобальных торговых связей. Почему Германия меняет правила? Трамп снова давит на Китай, а Мерц хочет объединить европейские биржи. Об этом прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые важные экономические новости последнего часа. Итак, в Германии готовится крупная реформа водительской подготовки. Цель – это сделать получение прав существенно дешевле и удобнее. Сейчас средняя стоимость водительского удостоверения категории Б достигает 3400 евро, в отдельных случаях до 4000 и выше. Министр транспорта Патрик Шнайдер предлагает радикальные изменения. Теорию можно будет изучать полностью удаленно через приложение, без обязательных очных занятий. При этом экзаменационный банк вопросов из более чем 1169 вопросов планируется сократить примерно на треть. При этом в центре внимания остается безопасность. В практике предложено снизить число обязательных специальных поездок, то есть ночных по автомагистрали и сельской местности, и допустить использование симуляторов, в том числе для обучения на автомобиле с механической коробкой передач. Еще одна новация – это экзамен по вождению. Практическая часть может ограничиваться 25 минутами, что соответствует европейскому минимуму. Для повышения прозрачности планируется онлайн-платформа, где будущие водители смогут сравнивать цены и процент неудачных попыток у разных автошкол. Шнайдер подчеркивает, что безопасность останется приоритетом, стандарты не будут все-таки снижены, но бюрократия и обязательства для автошкол сократятся. Реализация реформ намечена на первую половину 2026 года. Если все пройдет по плану, многие молодые люди получат доступ к правам быстрее, дешевле и с гибким обучением. И это только начало. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что действующие и запланированные пошлины на товары из Китая оказались экономически неустойчивыми. Он отметил, 157% это неприемлемо, но такая цифра, имея в виду общий тарифный уровень, наложенный на китайский импорт. Напомню, Трамп угрожал ввести дополнительные 100% пошлины с 1 ноября на китайские товары, а также заявил о намерении ужесточить экспортный контроль над программным обеспечением. По словам Дональда Трампа, Китай заставил его пойти на такие меры, хотя он по-прежнему намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Это заявление вызывает обеспокоенность. Столь высокие пошлины могут негативно сказаться на промышленности Соединенных Штатов Америки, цепочке поставок и ценах для потребителей. Некоторые аналитики предупреждают о возможных негативных последствиях для роста экономики. Но Трамп остается на позиции твердой торговли. Даже признав пошлины непрочным решением, он по-прежнему настаивает, что стратегия может сработать, если Китай уступит ключевые требования. А дальше еще интереснее. Индия сигнализирует о готовности увеличить импорт энергоносителей из Соединенных Штатов Америки, но не обещает полный отказ от закупок из России. По данным Министерства иностранных дел Индии, в отношении Соединенных Штатов Америки страна уже в течение многих лет стремится расширить энергетические закупки. Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди обещал ему, что Индия прекратит импорт нефти из России. По словам Трампа, этот шаг станет ключевым элементом американской стратегии давления на страны-импортеры. Однако из официальных источников Индии пока не поступило подтверждение такого обязательства. Спикер индийского МИДа Рандрик Джайсвал воздержался от прямых комментариев насчет закупок у России. Примечательно, что около 34% индийского импорта нефти приходится именно на российские поставки. Это делает решение об отказе от них крайне чувствительным для энергетической безопасности страны. Также известно, что индийская делегация уже находится в Соединенных Штатах Америки для переговоров о торговле и энергетическом сотрудничестве. При этом в правительстве заявляют, что окончательное решение будет приниматься с оглядкой на цену, стабильность поставок и национальные интересы. В результате Индия делает шаг к более тесной энергетической связи с США,
но сохраняет осторожность в вопросах поставок из России, балансируя между давлением и собственными приоритетами. Тем временем разворачивается новая интрига. Италия вызывает восхищение и даже зависть своими золотыми запасами. Банк Италии держит 2452 тонны золота, что делает страну третьей в мире по размеру национальных резервов после США и Германии. Этот запас оценивается приблизительно в 300 миллиардов долларов, что составляет около 13% национального валового продукта в 2024 года. Что здесь важно? Несмотря на многочисленные экономические кризисы и давление долговых обязательств, Италия удерживает этот запас, не распродавая золото. История золотых резервов Италии насчитывает десятилетия. В середине прошлого века часть запаса была утрачена, но затем страна постепенно восстановила и даже увеличила свои резервы. Сегодня золото составляет почти 75% официальных резервов в Италии, что заметно выше, чем средний показатель для еврозоны. Эксперты подчеркивают, такой запас – это своего рода страховой актив. Во времена финансовых таких бурь или нестабильности золото может сыграть роль стабилизатора. Итак, Италия не просто заявляет о своей финансовой силе, она наглядно ее демонстрирует, храня актив, способный пережить потрясение и удержать доверие на мировых рынках. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Новый глава компании Nestlé Филипп Навратил объявил о масштабной реорганизации. В течение 2 лет будут сокращены, внимание, 16 тысяч рабочих мест по всему миру, чтобы сдержать расходы и вернуть динамику роста. Из них около 12 тысяч будут офисные позиции в административных, маркетинговых и управленческих подразделениях. Еще примерно около 4000 рабочих подлежат увольнению в производстве и цепочек поставок. Сейчас в Nestlé работают около 277 тысяч сотрудников, так что сокращения коснутся примерно 5,8% штата. Новый генеральный директор объясняет, исходное целевое снижение затрат было 2,5 миллиарда швейцарских франков, но теперь план повышения эффективности увеличен до 3 миллиардов франков к концу 2027 года. По словам Навратила, цитата, «Мир меняется, и Nestlé должна меняться быстрее». Он подчеркнул, что это сложное, но необходимое решение, направлено именно на укрепление конкурентоспособности. Несмотря на планы по снижению численности персонала, Nestlé в 3-м квартале показывает приличный рост. Органические продажи выросли на 4,3%, превысив даже ожидания аналитиков. Фактически, инициатива Навратила расценивается как попытка возродить доверие инвесторов и исправить замедление роста, которое подрывает позиции компании по сравнению с конкурентами. Это значительный шаг, 16 тысяч сокращений – это не просто какая-то оптимизация, а показатель серьезной трансформации в одном из крупнейших мировых потребительских бизнесов. Следующая новость добавляет динамику в общую картину происходящего. В Германии грядет серьезное сокращение авиарейсов. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила об отмене 24 маршрутов и уменьшении 800 тысяч мест в зимнем расписании. Операция затронут 9 немецких аэропортов, включая Берлин, Гамбург и Мемминген. Другие аэропорты, такие как Дортмунд, Дрезден и Лейпциг, давно уже лишились рейсов Ryanair и останутся закрытыми для перевозок. Компания возлагает ответственность на правительство Германии Фридриха Мерца за чрезмерные расходы, высокие аэропортные сборы, налоги на авиацию и растущие затраты на безопасность делают операции нерентабельными. Руководство Ryanair подчеркивает, пока условия работы не станут более выгодными, авиакомпании будут переносить мощности в страны с более благоприятными правилами. Эти изменения заметно повлияют на доступность авиаперелетов внутри Германии, особенно в зимний сезон, когда маршруты традиционно востребованы. Пассажиры и аэропорты уже обеспокоены будущим расписанием и возможными неудобствами. И это не единственное, что сегодня интересного в экономике. В Германии обсуждают важность того, чтобы работодатели знали, сколько детей у их сотрудников. Это знание может принести значительное преимущество как для работников, так и для самих компаний. Во-первых, количество детей влияет на взносы в систему социального обеспечения. Напомню, с 2025 года ставка взноса на уход была повышена с 3,4% до 3,6%. При этом работодатели оплачивают
половину этой суммы, то есть 1,8%. Однако для бездетных работников предусмотрен дополнительный взнос в размере 0,6%, который они оплачивают самостоятельно. Таким образом, их общий взнос составляет 4,2%, из которых 2,4% оплачивает сам работник. Если работодатель знает об этом количестве детей сотрудника, он может учесть это при расчете взноса и, возможно, предложить более выгодные условия. Кроме того, наличие детей может облегчить процесс получения отпусков по уходу за ребенком и других социальных льгот. Таким образом, знание работодателем количества детей у сотрудников не только способствует соблюдению законодательства, но и может быть выгодным как для работников, так и для самой компании. А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с амбициозной инициативой создать единый европейский фондовый рынок, чтобы остановить отток компаний на бирже Соединенных Штатов Америки. Он обращает внимание, что многие успешные фирмы, например, BioNTech или Klarna, регистрируются за океаном, поскольку европейские биржи остаются слишком раздробленными. Мерц отметил в Бундестаге, цитата: «Наши компании нуждаются в широком и глубоком капитальном рынке, чтобы финансироваться быстрее и эффективнее». Он призвал завершить формирование Союза капитальных рынков Европейского Союза. Его предложение уже получило поддержку со стороны министра финансов Ларса Клинболя, который считает его логичным шагом к интеграции рынков Европейского Союза. Йохим Нагель назвал идею интересной и подчеркнул ее важность как сигнала в пользу Европы как центра бизнеса. Однако реализация будет непростой. Европа насчитывает, внимание, более 500 фондовых площадок, и национальные интересы в конкуренции между финансовыми центрами остаются сильными. Также только около 30% акций торгуются на прозрачных биржах Европейского Союза. Это указывает на слабую ликвидность и высокий уровень фрагментации. Тем не менее, сторонники считают, что на европейских счетах лежат десятки триллионов евро, которые могли бы быть направлены на инвестиции. Инициатива Мерца – это не просто политический какой-то жест, это попытка укрепить роль Европы в глобальной финансовой системе, вернуть экономическую автономию и конкурентоспособность. Вопрос остается открытым: смогут ли страны согласовать интересы и пойти на компромисс ради общей выгоды? Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.